Это самый первый отель в Момбасе, который, ну, в общем-то, здесь появился. Африка Хотел. Я заехала сейчас в аптеку и купила для профилактики от малярии 2 вида таблеток. Форт очень старый, еще времен Васко да Гамы и португальцев. Здесь тоже везде сувениров, очень много раковин. This is the old name, Swahili language, who called Chini Club. Chini, this is a Swahili language. Пасть акулы висит, засушенная. Сейчас мы ходим по старому городу, и это все стиль старой Момбасы. Это Масаи. Я думаю, что ей лет 6, как моей Алисе. Вот это розовенькое, это баобаб сушеный, я не знаю в чем, он должен быть сладкий. Эти обычные, а вот эти розовые, это с Танзании, из Занзибара. Находились мы по жаре, все, едем на Диане, едем к океану плавать. Нас привели на какое-то такое, что-то типа место, где делают сувениры из дерева. Здесь делают всех этих жирафов, которых я покупала, все статуэтки. Здесь, конечно, такой трэш, очень грязненько, но посмотреть интересно. Вот здесь мы идем через это такое унылое местечко, и вот это вот дерево эбона, и из него делают, выпиливают многие вот эти статуэтки. Вот здесь они все делают, и потом это все расходится на рынке, в Момбасе и на пляжах продают. Класс, супер. Вот такая штука, она потом покрывается чем-то, и это будет красивый сувенир из обезьянок. Beautiful. Элефант. Вот эта морда слона превратится потом в красивый магнитик. Вот такие слоники двухцветные получатся. Интересно. Thank you. Yes. Здесь именно идет такое производство, и это все поставляется потом на рынке в Момбасу. From where? From Ukraine. UK. I'm making an elephant there. You Beautiful. can take a picture. Yeah, no problem. Идем через банановые плантации. Смотрите, какие листья. Здесь просто процесс кефит. Зебра и пумба. Вот мама тоже говорит, тяжело делать очень много. Это реально очень много труда нужно, да, чтобы вот такое выпилить. Гигантская статуя Масая. This for church. Yeah. Ага. Стрелять из лука, я поняла. Yeah. Huh? Джамбо, мама. Здесь выплавляют что-то из металла, как я поняла. Вот это маленькое такое деревце, это папайя. Я даже не знала, как она растет. Здесь таких гигантских слонов изготавливают. Мы начинали с маленьких рядов, идем, и вышли просто на гигантскую какую-то фабрику, такую загородную. Черепашки, жирафики. Jumbo. Джамбо. Lunchtime, yeah? Okay. Enjoy your lunch. Enjoy your lunch. Все, сейчас мы уже едем на южное побережье, на один из самых красивых пляжей Кении, на Диане-Бич. Там пообедаем, перекусим и будем наслаждаться океаном. Наш последний день.
Надеемся, что пошли. Да, надеемся. Здесь же, прям рядом с фабрикой, вот такой большой сувенирный маркет. Здесь есть много фигурок животных. Вот. Есть Здесь можно ходить вечно, просто вечно. Диане – это лучшее пляжное направление Африки. 17-километровая береговая линия белоснежного песка и бирюзовые воды Индийского океана. Здесь очень развитая инфраструктура, множество кафе, ресторанчиков, баров и супермаркетов. Мы уже на Диане. Смотрите, как прикольно люди обедают на лодке. Мы сейчас перекусим, потому что мы очень голодные, и потом идем в Бирюзовый океан. Я уже говорила, что сегодня наш последний день в Кении, и завтра мы должны улететь домой. Но дело в том, что в связи с мировыми событиями мы не знаем вообще, что будет завтра. Наш рейс через Дубай. Мы летим в Дубай, там сидим 10 часов, и после этого летим в Варшаву. Должны лететь. Мы, конечно, надеемся, да, что мы туда попадем. Так. У меня манго фреш, а у Таи пайнэппл. Нам принесли кушать. Тай рис с овощами и веганское что-то. Очень большие порции здесь. Я столько салата не съем, а Тай столько риса не съест. Он уже, короче, метит, как бы к моей сумке добраться и что-то стырить. Мы сидим здесь, а здесь, короче, происходит что-то такое. Кто-то к нам подбирается. Он уже ближе и такой наглый, подходит потихонечку к тарелкам, к нашим. Ну дай ему риса чуть-чуть, если он будет. Он не будет же твой рис, наверное, есть. Цвет воды, смотрите какой. Только мне не нравится, что там такая толпа. Ну что я вам скажу, песочек шикарный, конечно, белоснежный, водичка бирюзовая, как и обещали. Но народу, так как мы вышли между отелями где-то, я думаю, что на территории отелей все выглядит цивильнее, и пляж тоже сам. Да, вода хорошая, но местных просто куча. Страшно вещи оставлять. Но мы вот попросили нашего парня, чтобы он за ними, чтобы посмотрел. Покажу океан какой здесь. Цвет воды просто нереально красивый. ноги к песку прилипают. Песок очень мягкий, такой вообще непривычный. Вот сейчас не так много на наших пляжах. Мне кажется, их гораздо меньше, потому что волны более большие, чем у нас. Их бывает, сильнее.
я не хочу уезжать. Выходить из воды не хочу. А так, конечно, уже соскучилась по Алисе, по Гене. Домой хотим. Да, я тоже хочу домой. Ветер очень сильный, но он такой теплый, тропический. И красный флаг. Сейчас уже будем собираться и возвращаться в наш Бамбури. Собирать вещи, да. Как вечер, так ужасные пробки, трафик страшный. И вот мы встали, мы не можем даже с Диани выехать на трассу Момбасскую. Я не знаю, будем часа 2, наверное, пилить минимум. Хотя здесь ехать от Диани до Момбасы, до нашего отеля 40 километров всего. А мне вот неделю в глаза бросается то, что в Момбасе все бусики и вот такие маршруточки, они разрисованы и расклеены разными наклейками. Спустя столько дней, проведенных в Кении нами, я могу сказать, что если я приеду сюда когда-нибудь еще раз, то я построю свой маршрут по-другому. Я прилечу в Найроби и сниму отель на сутки там. Этих суток нам хватит, чтобы найти адекватный сафари на 3 дня по хорошей цене и в хорошие места. Парк я выберу любой, но, наверное, это будет Масаи Мара. Дальше мы на 3 дня отправляемся на сафари, живем в лоджиях, наблюдаем за животными, кайфуем и ни о чем не думаем. И затем на 3-й день вечером мы снова возвращаемся в Найроби и сразу на ЖД вокзал. А дальше садимся на поезд, едем в Момбасу. Утром мы уже на Диане, снимаем отель возле океана и чилим еще недельку. Вокруг Момбасы и Диани очень много красивых и интересных мест, которые стоит посетить. Часть из них я покажу в своих выпусках на YouTube. Вы их можете найти в плейлисте «Африка». Мы заезжаем на паром, чтобы сократить путь домой, потому что вечер и трассы перегружены, и мы таким образом сэкономим время. Так интересно, обычно я за рулем в машине въезжаю на такие паромы, а тут нас везут. Хочу показать, сколько людей идет на паром вечерний на другую сторону. Каждый вечер, когда мы возвращаемся в отель, я люблю смотреть в окно и наблюдать за жизнью местных и думать о том, насколько у нас все по-разному, вот насколько отличается этот быт от нашего быта. Таечка пошла купаться и случайно что-то дернула, и у нас тут потоп. Мы залили все полностью. И вода уже пошла в коридор. Мы вот ждем, пока он что-то сделает, остановит. Вода уже здесь. Короче, сейчас затопим несколько этажей. Огонь, да? Короче, здесь капец. Походу он воду перекрыл, да? Все, мы вызвали помощь. Нам помогают уже это все убрать. Вечерняя анимация в нашем отеле.